Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня продолжаю работать с этой заготовкой, которую в прошлом видео делала. Кто не видел прошлое видео, я ссылочку оставлю в описании к этому видео, и вы сможете посмотреть. Мне подписчица подсказала вариант, как еще можно. Я вот вышивала вот этот галстучек, а можно вот так вот атласную ленточку, у меня 3 миллиметра шириной, в иголку с толстым ушком вдела, и вот так вот продела, и можно сделать просто бантик. Я этот бантик оставлю. У меня будет и галстук, и бантик, потому что, но все-таки ленточка придет в негодность гораздо быстрее, чем вот вышитая часть. Поэтому если в случае, если ленточка растреплется как-то, ну, ее можно просто будет срезать, и останется тогда галстучек. А я сегодня, вы видели название видео, как бесплатно получить ткани, много причем для рукоделия. И я буду рассматривать все варианты, которые у меня есть и которыми я пользовалась в свое время. Это актуально особенно для новичков, когда вообще ничего нет, а хочется. Хочется чем-то руки занять, что-то сотворить. Поэтому вот я буду рассказывать о своих способах. Первый способ самый простой. Это перетрясти все свои шкафы, найти вещи, которые вы не носите уже хотя бы несколько лет, и раздербанить эти вещи. Потому что у нас иногда шкафы заняты совершенно вещами годами, которые или малые, или велики, или уже не модные. И вот эти вещи можно распороть и использовать лоскуты в рукоделии. Ну, тем более, кто занимается лоскутным шитьем, понимают, что большие отрезы ткани там не так часто нужны, только для задней стороны одеял, например, кто шьет одеяло. А для совсем начинающих, которые в основном на прихватках тренируются, так и вообще большие куски ткани не нужны. Но мы поговорим о том, где взять и большие куски ткани чуть Свои позже. Вещи разобрали, но и надо обязательно объявить всем своим знакомым, что вы возьмете любые вещи, любые ненужные, там все что угодно, что они собирались выбрасывать, те же самые старые джинсы, рубашки, все что угодно, чтобы у вас накопился какой-то пул вещей, из которых можно наделать лоскутков. Если вам даже отдадут какое-то совсем тряпье, которое вообще никак не сами выкинете потом, не отказывайтесь. Ко мне, кстати, вот благодаря тому, что я объявила всем своим знакомым, всех обзвонила, всех предупредила, чтобы ничего не выбрасывали, что мне нужны любые ткани, когда я только начинала. Сейчас-то у меня каналу уже 6 лет, и у меня реально уже некуда ставить эти мешки с тканями. Нет, есть куда, но я уже иногда сама не помню, где у меня что. Мне, конечно, еще очень повезло, что у меня подруга работает, она владелица ателье, и все обрезки, остатки, которые у них там остаются, а это достаточно много, потому что у них там иногда, прям заказывают целые серии, не то, что вот индивидуальный пошив, а у нее прям вот иногда некоторые модельеры заказывают прям полный размерный ряд нескольких моделей. И она мне отдает все свои обрезки. И вам никто не мешает подойти в близлежащее ателье и спросить, куда они девают остатки. Если что, можно забирать, договориться. Я вот недавно, мы с мужем ездили на Садовод на рынок, там проходили, там ателье штор. Прям вот, можно сказать, прям на рынке. И я подошла, спросила, говорю, а нету остатков, обрезков? Я хотела, если честно, купить даже обрезки с штор. А она говорит, ой, мы только вчера все выкинули. Выкидывают люди. Допустим, я в магазине, где хлеб каждый день покупаю, сказала, как-то показала сумку джинсовую, сшила себе. И говорю, вот последние джинсы уже до колочка все истратила. Вы не поверите, мне эти продавцы из этого магазина, они мне пакетами теперь приносят старые джинсы всей своей семьи. Поэтому, это хорошее подспорье. Например, еще скажу, у меня подруга риэлтор, она продавала квартиру, там умерла женщина, которая занималась рукоделием. И родственники собирались вообще полные шкафы
целых отрезов больших советского еще производства собирались выкинуть на помойку. Она себе набрала там, ну, для домашних нужд тканей. И мне огромных 4 пакета принесла. Еще одна знакомая притащила мне несколько пакетов мебельных образцов. Она работает в мебельном магазине, и там вот снятые из производства образцы она мне принесла. Надо разговаривать с людьми, общаться, и благодаря этому, я думаю, что у вас тоже появятся разные ткани. Тут еще такой момент. У всех у нас есть праздники, дни рождения, там какие-то, я не знаю, Новый год. Любые праздники, которые вы отмечаете, и когда вам дарят подарки, просто объявить всем приглашенным, чтобы вам ничего не дарили, там, ни деньги, ничего, а чтобы каждый купил там, ну, по парочке отрезов, допустим, ткани, даже 1 или 2 или 3, кто какую сумму планирует потратить. Просить хлопковые цвета на свой выбор, пусть выбирают. И у вас будут в этом случае появятся новые ткани. Ну, сказать, чтобы отрезы брали, допустим, 2 метра с шириной 1,5 150 сантиметров. И это на лоскутное одеяло, как раз на заднюю часть будет достаточно. И в результате и им подарок недорого обойдется, и вам очень приятным будет, и нужно. Кстати, о подарках. У меня же сегодня день рождения, и я хотела очень большое спасибо сказать тем моим зрителям, подписчикам, которые подарили мне подарок. Я же на прошлой неделе, в прошлом видео объявила сбор средств на подарок мне от моих любимых подписчиков. Мне вот захотелось получить подарок от подписчиков. И я прикрепила номер карты в комментарии закрепленном к видео. И хочу большое спасибо сказать всем, кто прислал мне денежку на карту. Это Татьяна Алексеевна, Тамара Васильевна, Эльза Равильевна, Ольга Владимировна, Ульяна Сергеевна, Лидия Николаевна и Галина Николаевна. Огромное вам спасибо. Для тех, кто хочет что-то подарить, но еще не успел, номер карты у меня сегодня еще будет закреплен под видео в комментарии. А завтра я, конечно же, уберу, потому что завтра уже день рождения закончится мой. Только сегодня он. Ну и я говорила уже в прошлом видео, в зависимости от того, какая сумма соберется, такой я подарок куплю. И я обязательно в одном из видео покажу, что именно мне досталось от моих подписчиков и какой именно подарочек я себе выберу. Мне, кстати, в одном комментарии написали вот на тему, когда я делала что-то вот из разрезанных своих вещей, делала одеяло из свитеров своих старых. А мне одна женщина написала, что вот, лучше бы вы отдали бедным. Но я хочу сказать, во-первых, где их мне искать, этих бедных? Пойди их найди еще. Во-вторых, не факт, что этому бедному по размеру мои вещи подойдут. Я вообще удивляюсь, иногда такие комментарии, иногда такие баталии разворачиваются в комментариях. Я их даже иногда не вижу, потому что у меня виден только в творческой студии основной комментарий. А те ветки, которые там под ними, мне иногда и не видно их, если я сама специально не начинаю их искать. А у меня есть чем заняться. Если конкретно мне пишут отдельные комментарии, да, я вижу. А если вот, в ветке какой-то развивающейся, я не все вижу. По поводу этих лошадок, по поводу китайского Нового года, вот прямо там баталии у меня. У меня это мирный канал. Я не хочу, чтобы люди между собой ругались или на меня ругались. Я знаю, что нельзя затрагивать темы религии, спорта и политики. И в этом случае тогда не будет таких споров насмерть. И подумать только, я всего лишь про китайский Новый год, про лошадок сказала. И тут же мне уже накидали. Ну, ладно. У меня тем временем уже готова сумка с моей вот этой заготовочки. Я купила брошку еще такую, она съемная. Вот эта елочка, это брошечка новогодняя. Потому что Новый год не всегда. Если обратите внимание, звездочки сделала, это я стразы приклеила в форме созвездий. Вот это Кассиопея у меня, а здесь слева, вы сами, наверное, узнали, ковш, это большая медведица. Мне показалось прикольным сделать именно в виде созвездий эти стразики.
По-моему, прикольная сумка. Ремень можно здесь любой. Я просто не купила заранее никакой ремень. Поставила вот этот разноцветный, но можно сделать однотонный. Синий или серый, или вот кирпичного цвета. Подойдет много разных цветов. Классная сумка, мне очень нравится. Такая сюжетная получилась сумка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Конечно же, я жду ваших комментариев. Подпишитесь на мой канал, если еще до сих пор не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.